Здравствуй, Даша. Долго. Здравствуйте, Михаил. Как жизнь молодая? Я скучала по вас. Да там неделя всего. Длилась она для меня бесконечно долго. Сейчас узнаем, насколько скучали наши слушатели. Это правда. Добрый вечер. Алло, говорите. Вы в эфире? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я очень рада, что дозвонилась, причем очень неожиданно, с первого раза. Вот такой сегодня счастливый день. У меня такой вопрос. Какой? У меня в силу того, что в детстве были некоторые проблемы с матерью, простите, я очень волнуюсь. Так это же в детстве позади уже. Что сейчас волноваться? Все осталось в детстве. Немножко другой вопрос. В общем, получилось так, что воспитывала я детей с некоторыми проблемами в плане моего поведения. Вот. И, соответственно, на дочку я очень сильно кричала. Вот. Совсем недавно я пошла в терапию, и мне поставили несколько диагнозов, которые начала лечить. Вот. И сейчас у меня поведение поменялось. Вот. И с дочкой я проговаривала этот вопрос, что ей нужно лучше сходить к психологу, потому что я виновата, что вот так вот получилось. И это моя вина, что я себя так вела. Но у меня вопрос такой. У меня еще есть сын, ему 11 лет, и у него есть такая проблема, что он всю ответственность за мое сейчас, вот в данный момент, поведение и мое ощущение, он берет на себя. То есть он старается меня не обижать, старается, чтобы я не напрягалась, чтобы не беспокоить меня. Я его стараюсь оградить от своего поведения. Я Подождите, Мария, а вы же сказали, что вы сейчас на терапии, сейчас все нормально. Или я что-то недопонял? Да, сейчас все в моем поведении хорошо, но так. Он, когда был поменьше, он слышал вот это вот, как я себя вела. И, соответственно, сейчас он очень замкнутый и очень, держит все в себе. И как-то я могу ему помочь. Так же, как вы сказали дочери, чтобы он шел к психологу. Ну, не он шел к психологу, куда он в 11 лет пойдет. Сходить вместе с ним к детскому психологу, чтобы вывести его на коммуникацию. Психологи детские знают, они, даже в игровой форме часто добивается того, чтобы ребенок начал разговаривать и эту проблему решить. А у нас еще звоночек? Да, есть еще один. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, не стесняйтесь. Я даже сказал, еще и не волнуйтесь. Да. Ну что ж, видимо, кто-то застеснялся, заволновался. Тогда мы можем почитать сообщения. Тут их очень много накопилось. Глаза есть, конечно, можем почитать. Конечно. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, как научиться принимать близких людей такими, какие они есть? К примеру, тестя с тещей не могу принять. Тесть только учит и считает, что только он правильный, а сам ничего не может. Лежит на диване, смотрит телевизор и все делает правильно. Теща все время говорит про ремонт и жалуется, как тяжело жить и что не хватает денег. Смотрите, я надеюсь, что вы не живете с ними в одной квартире. Это первое. Если вы живете с ними в одной квартире, то правильный ответ никак не принять. Если вы не живете в одной квартире, то в помощь вам 4 правило. Например, теща говорит: ни денег, ни ремонта. Как звучит 4 правило? Не отвечать, когда не спрашивают. Вы спрашиваете себя, а есть ли в ее высказывании вопрос? И тут же у вас есть ответ. Нет, вопроса нету. Нет вопроса, нет ответа. Теща один раз зашла с козырей, 2 раз. И вдруг она понимает, что никому реально не интересно, что у нее нет ни денег, а в квартире нет ремонта. И она естественным путем перестанет это говорить. Теперь возьмем ее супруга. Как говорится, кому супруг, а кому тесть? Тесть? Да. Теща, тесть, конечно. Это родители жены. Не свекр, свекровь. Ой. Как можно было подумать, да. Вот. Тесть учит людей жить.
Тесть, например, что-то вещает. Вы, например, на это не реагируете по той же причине, что он вас ни о чем не спрашивает. Его постигнет судьба его супруги. Ну, кому супруга, кому теща. И эти люди, которые так себя, ну, наверное, не очень правильно ведут, вдруг поймут, что у них нет слушателей, что реально никому не интересно их богатый внутренний мир, и никто на него не реагирует. И они схлопнутся, ну, в смысле, вербально. Перестанут так говорить. Да. Что происходит на самом деле? Эти люди вещают в надежде на, я бы даже сказал, провокацию, на то, чтобы вы зацепились, сказали: я не понял, что денег, что вы вообще, а у меня деньги есть. Или тесть, например, открывает рот про неправильную жизнь, говорит: я неправильно живу. Вот на это, к сожалению, манипуляторы, они не нарочно это делают, это, видимо, возрастное уже. Они вот так вот манипулируют и рассчитывают. Но если они не получают от вас реакции, то они очень быстро стухнут и не будут вам больше докучать. Повторяю, надеюсь, вы не живете с ними в одной квартире. А не вот как мы с Дашей в одной студии сидим. Давайте еще звоночек. Мы очень отлично здесь уживаемся, как лично по моим ощущениям. Да, Алло. неплохо. Здравствуйте. Тишина. Другая линия. Алло. Другая линия еще более тихая, чем эта. Да говорите же, вы же в эфире. Вот так вот те себя с тещей почувствуют. Они начинают алёкать, а им в ответ тишина, да, им не алё. И они так раз и опять читать начнут сообщения. Потому что слушатели не хотят с ним по телефону разговаривать. А вот непонятно почему. Мы трубку берем, заботливо принимаем звонки, а вы нам молчите в трубку. Вот Мария, вот, да, у нас была в начале. Да. Мария сразу с нами заговорила. Голос прорезался, Мария заговорила, да. Да. Ну что ж, сообщение тогда. Да. Добрый вечер, меня зовут Дарья. Очень красивое имя, как я считаю, лично. Редкое. Безумно. Так. Мою тетю бьет муж. Они в браке 20 лет. Побои начались недавно. Муж угрожает сыну, когда тот пытается защитить маму. Как вести себя родственникам в таком случае, чтобы не навредить и помочь тете понять, что это не семья, а абьюз? Сейчас каждый раз, когда она не отвечает на телефон, все очень сильно переживают. Появился страх, что может произойти самое страшное. О, это такая интересная тема. Есть такой треугольник Карпмана. Угу. Если вы начнете спасать тетю, то там дальше будет только еще хуже. Преследователь будет. А? Преследователь еще будет после спасателя. Да. Поэтому тете вы можете сказать, что тетя не понимает в силу каких-то своих мазохистических особенностей, что она не только себе делает плохо, но и ребенку, формируя ребенка, вот, к сожалению, в такой нездоровой обстановке. Но это максимум. Потому что если тетя физически может уйти от мужа, может с ним развестись, то как бы что ее спасать, а она сама этого не делает. Дело в том, что многие люди, привыкшие с детства к побоям, к абьюзу, они почему-то считают, что страдания... Вот, кстати, у нас есть два певца страдания, но были. Это Достоевский Федор Михайлович и Толстой Лев Николаевич. И этих прям хлебом не корми, дай пострадать лишний раз. Прямо тащились оба от культа даже страдания. Я даже помню, такой был у Толстого рассказ, что, ну, в общем, это крепостное право, и какой-то хозяин, дворянин, у него собака охотничья, и эта охотничья собака насмерть убила грудного ребенка крестьянки. Какой кошмар. А на прощенное воскресенье крестьянка пошла с хозяином целоваться. Как это? Христоваться. Ну, понятно. То есть эти совершенно... Они, конечно, великие писатели, я не пытаюсь, что-то сказать. Но по-человечески в голове у обоих, конечно, туманно достаточно было, что у Толстого, что у Достоевского. И таких людей много, не только в романах Толстого и Достоевского, а в реальной жизни, которые живут страданиями
которые считают, что если бьют... Значит, любят? Да. А это не так. Анекдот такой был, как женщина приходит в секс-шоп и возвращает вибратор. А продавец говорит, а что с ним не так, что вы его сдаете? Говорит, да, он током бьет. А продавец говорит, ну да, раз бьет, значит, любит. Поехали дальше. Чудесный анекдот. Есть сообщение. Да, я думаю, что на самом деле какой-то косяк идет со стороны связи. Думаю, что нет. Я не хочу думать, что нас все игнорируют. Нас не игнорируют. Нам много поступает звонков. Вот, например, еще один. Говорите же. Ну или помолчи. Алло, здравствуйте. А вот нет. Здрасте. Я выиграла. Говорите, да. Меня зовут Елена, 45 лет. Михаил, 60. А Дарья я не спрашивала, сколько ей лет. 29. Михаил. Просто я не понимала, попала я в эфир или нет. Да. Так Михаил, бывал, наверное, номер вот какой-нибудь. вы рассказывали, что как можно взрослым уже детям научиться на их условиях. Научиться Скажите, что? А вот можно наоборот. Вы так периодически пропадаете. Наоборот, в смысле, чтобы родители нашли какой-то способ со своими взрослыми детьми, да, нормально общаться. Вы это имеете в виду? Да, вот у меня такая ситуация, вот у меня дочь выросла, и она сейчас вот как бы свои обиды мне высказывает. Ну, как я ее ругала, там где-то была не права. Я долго очень выслушивала ее, разговаривала с ней, ну, как бы объясняла, что да, я была не права, была молодая, глупая, там, ну, все такое. И поняла, что это ничего не решает. С каждым разом она опять заново это все на меня выливает, и ничего как бы ей легче не становится. И я ей сказала, ну, допустим, что вот я разговариваю с тобой только тогда, когда мы эту тему больше не трогаем. О погоде поговорим, еще о чем-нибудь. Если ты не согласна, я ложу трубку. Все. Лучше сказать, наверное, кладу. Мучает, что ребенок хотел мне высказать, а я ее не выслушала. То есть вы все делаете правильно, мой совет вам вообще не нужен, но вы просто испытываете чувство вины после этого, да? Да. И как сказал в этом Гамлете, what is the question? В чем вопрос? Вопрос в том, что как не испытывать это чувство вины, что, может быть, я просто думаю, может быть, я помогала ей этим, что выслушиваю, как не испытывать это чувство вины, и правильно ли я делаю? Делаете вы правильно, кроме чувства вины, вы ей не помогаете, потому что она не решает таким образом вопрос своей обиды, она его дальше провоцирует. То есть вы говорите, что мы с ней вроде бы объяснились, а все равно она продолжает. Значит, к сожалению, я об этом, много лет уже рассказываю, что у людей многих, так скажем, с негативной психологией есть потребность испытывать два очень важных чувства. Это унижение и обида. И они буквально питаются ими. И для этого надо, чтобы человек мог это высказать, и чтобы был виновный, и чтобы этот виновный там признавал и так далее. Но когда вы, например, проговорили и идете дальше, это одна история. А когда вы проговариваете для того, чтобы у вашей дочери была потребность продолжать дальше испытывать чувство обиды по отношению к матери, то это неконструктивно и бессмысленно. Поэтому делайте вы все правильно. Но у вас есть проблема. Чувство вины. Получается следующая конструкция. Я делаю то, что считаю правильным и нужным, но когда я делаю то, что правильно, то, что даже сам я признаю правильным, меня накрывает вина. То есть это уже ваш внутренний конфликт. Можете сами с ним разобраться, можете к психологу сходить, но его надо тоже решать. Потому что получается, что если вы будете дальше чувство вины испытывать, вы опять сольетесь в выяснение отношений. То есть она будет говорить, вы будете, это все выслушивать, и это будет хождение по кругу. Ну и потом, какой смысл ребенку уже выросшему
жить в обиде, а вам жить в чувстве вины. У вас получается двойная вина. Первая вина за то, что вы делали ошибки, вы вроде бы поговорили с ней, а вторая вина за то, что вы не хотите ее слушать. Да, поэтому вам надо решить эту проблему или самостоятельно, что я так решила, и мне не за что испытывать вину. Если не поможет, то тогда к психологу. Даша. Сообщение? А то. Вот у меня такой момент. Я не люблю делиться едой. Вроде смешной момент, но я понимаю, что все это из детства. Когда был дефицит, и еды было очень мало. Поэтому, когда она у меня есть, я не всегда ее достаю на общий стол. И понимаю, что это неправильно. Как побудить себя не жадничать? Меня тоже зовут Дарья. Написала нам... А вот такие Дарьи, да, оказывается? Вот у меня есть Не такая знал. подруга, которую зовут не Дарьей. Мы с ней тоже, кстати, по этому поводу всегда припираемся. Она тоже жадничает еду, и я все время задаю ей вопрос. Я говорю, это же просто еда. Ее Да, же это много. какой-то комплекс, я бы даже сказал. Да, я сейчас вспоминаю, слушая это сообщение, что у меня, это было очень давно, не знаю, лет, наверное, 30 назад, да, 20. Была подруга, Таня ее звали, как сейчас помню. Вот, и я как джентльмен, приходя к Тане в гости, что-то приносил. Там у Тани была, мама у ней была, дети у ней были, неважно. И то, что я приносил, всегда сразу же убиралось в холодильник. А на стол выставлялся кипяток с заваркой. То есть выставлялся чай, а вы приносили что-то к чаю, и это не клали на общий Даже стол? не то, что к чаю, просто еду какую-нибудь. Как не то, что интересно. просто... Нет, на общий стол вообще ничего не выставлялось. Вот кипяток, вот заварка, вот чашка. Все. Даже сахара не всегда было, хотя я и так пью без сахара. И это очень раздражало. Не помню, это я уже и Таню-то увижу на улице, наверное, не вспомню. Не узнаю, то ли мы говорили на эту тему, то ли нет. Я считаю, что это чистый невроз. Вот. Но я вспоминаю одну гениальную историю. Какую? Значит, это было уже больше 30 лет назад. Я еще тогда женатый был. Вот. И пришел я к теще в гости. А к теще в гости приехал ее брат. А брат ее... Ему было 65 лет, он жил в Канаде, и у него была 5-я жена и какой-то 15-й ребенок, дочка. Ей было года 4, наверное. А моему ребенку, наверное, было года 2, я же не помню. И вот мы сидим за столом, вот эта 5-я жена брата теща, тесть, большая компания. И на столе остается одна конфета. И его дочка... этого тещиного брата тянет свою детскую ручонку, взять пытается конфетку. И тут ее отец, тещин брат, коршуном налетел на конфету, схватил и засунул в рот, и проглотил ее. Ой. И весь стол смотрел на нее очень странно. И он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал вот что, обращаясь к своему ребенку. Мы раньше уйдем, вы еще свое поедите. Я просто уже лежал под столом от смеха, потому что это очень круто было, конечно. Вот. Это жутковато звучит. Да, это было прикольно. Да. Фраза интересная, но у племянников своих конфеты отбирать не стало. Ребенок поперхнулся, она не поняла, что такое мы уйдем раньше, вы еще свое поедите. И хорошо, что не поняла. Но вот это меня впечатлило, конечно, эта фраза. Да, это, я считаю, невроз у людей, конечно, это они... жадность вообще вот в таком виде, в любом, в пищевом, в материальном, она говорит о том, что у человека есть какие-то проблемы нерешенные, психологические. Как я говорю, голодное детство, деревянные игрушки, приколоченные к полу. Что-то было. Что-то было, из-за чего сейчас, через 40-50 лет, люди продолжают, как Плюшкин, куда-то что-то откладывать, где-то что-то беречь и так далее. Тащить и не поводу. делиться. Да. Да. Говорите. Здравствуйте. У вас 3 минуты. Даже меньше. Даже это не помогает. Это что ж такое-то? Алло.
Может, человек хочет помолчать 3 минуты. 3 минуты тишины. А есть же такое произведение музыкальное, я, кстати, был на его исполнении, и оно называется типа 3.66, 3.44, я не помню. Это очень известное во всем мире произведение, выходит пианист на сцену, вот играет что-то, потом он выходит, объявляет там композитор такой-то, 3.44, он сидит, и вот в течение ровно этого времени ничего не играет. Вот. И у людей такая реакция странная на все это. Еще раз попытаемся. Попытаемся. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Хочу задать вопрос. Пожалуйста. Мой муж в настоящий момент уехал, и его родители не приняли его выбор по поводу того, что он уехал, хотя ему 43 года. А мама до сих пор не общается уже месяц, не может, видимо, перебороть себя. Папа так, через раз тоже. Они не были готовы к спонтанному решению сына, и в настоящий момент всем от этого тяжело достаточно. Как быть, подскажите, пожалуйста, в этой ситуации, ожидать ли, что родители сами как-то отойдут, или же они специально им манипулируют? Подождите, кто куда уехал? Нет, рано благодарить, я вообще не понял вопроса. Кто куда уехал? Это вообще отношения мужа с его родителями. Вы остались. О чем речь идет? Речь идет, что муж уехал в командировку на несколько месяцев. До этого он постоянно был, жил рядом с ними недалеко. Всегда помогал, все было на нем. Так это отношения вашего мужа и его родителей, а вам до этого какое дело, объясните мне. Просто он позвонить не может, а я могу, и вот я и звоню. Я даже не знаю, что на это ответить, пусть он живет, как он считает нужным. Но они хотят, общаются, не хотят, не общаются. Тут специально же ничего делать не надо. Это его жизнь, это его работа, он не может быть, он не нянька. Так. Почитаем тогда. Давайте почитаем. Так. Что у нас тут есть из интересного? Удалил. Вот так. Здравствуйте, Михаил и Дарья. Пишет Дарья, 35 лет. Я нередко чувствую себя одиноко и грустно. На вечеринках, хоть и окружена друзьями. Думаю в этот момент о том, что у меня нет отношений, нет семьи, что я вообще лузер, и на самом деле мои друзья со мной только из жалости. В результате могу даже расплакаться, а потом стыжу и ругаю себя, что не умею веселиться и что порчу всем настроение. Как научиться радоваться моменту и не грустить? Для того, чтобы научиться радоваться моменту и не грустить, надо каким-то образом из головы вытряхнуть грусть. Вытряхнуть депрессию, низкую самооценку, неуверенность в себе, странную идею, если нету семьи, то я лузер, а если есть семья, то я, видимо, бог, и другие, дешевые стереотипы. Вот я вам один пример только приведу. Я такую идею развивал и в книге, что если женщина участвует в движении Child Free, свободная от детей, то, скорее всего, у нее было тяжелое детство, какие-то детские проблемы, и так далее. И вот я отдал книгу переводить на английский, и переводчик, там 2 переводчика, один русский, один американец. И американец меня спрашивает, говорит: Михаил, я правильно понял, что ты думаешь, что если женщина не хочет замуж или детей, то она не в порядке? Я говорю, да. Ты, то есть, реально считаешь, это какая-то свиноматка, которая должна хотеть рожать и выходить замуж? И тут я понял, что я не прав. Потому что мировое общество давно уже отошло от того, что женщина — это какой-то прикладной продукт. Да, в принципе, мужчина, у него тоже свои какие-то бессмысленные обязанности. Что люди живут, как они хотят. Это вообще их личное дело. Выходить замуж, не выходить замуж. Рожать, не рожать. Это 21 век, и люди сами решают, как им жить. И идея того, что если человек идет не по сценарию общепринятому, кем принятым, непонятно, то у него какие-то проблемы с головой.
И, в общем-то, они меня немножко отрезвили, наши американские, как мы их называем, коллеги. И я перестал упорствовать по поводу вот этих идей. Более того, выяснилось, что вот эти идеи — это так называемый социал-дарвинизм, осужденный это течение психологии 70-х годов, давно уже осужденный мировым сообществом, потому что не выдерживает никакой критики. И эксперименты по поводу мужского и женского поведения выявили, что если с ребенком, с девочкой там, не дарить ей куклы, не играть в дочки-матери на деньги, а с мальчиком в войну, то они выйдут людьми, которые сами будут выбирать свой путь. Так как у нас любимая тема в России гомосексуалы, не об этом речь идет. Это вообще врожденное. Это не результат воспитания. Но они будут жить какой-то жизнью, которую они сами решат. И в основном вот эти стереотипы, которые мы видим в себе, это следствие и воспитания, и огромного социального давления. Дети, когда даже уже в детский сад попадают, то вот начинаются эти фразы: «Ты же девочка, Даша, ты же девочка». Даша Такая так фраза. скучно, головой повертела. Такая фраза, да, она применяется всегда, когда кому-то выгодно. Да, как это в Одессе, такое. Такое Да, вообще. вот. Поэтому вот это, когда вы этот мусор уберете из головы, будет вам счастье. Попробуем еще, что ли, на телефон нажать? Давайте попробуем. Говорите же. Здравствуй, телефон. Кто говорит? Вот если прислушаться, слышно дыхание, может, хотя бы какое? Слушайте, смотрите, другая линия сразу засверкала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Меня радость-то. зовут Наталья. У меня есть проблема. Мой бывший, мы с ним общаемся немного. Он нарцисс. И он графоман. Он много пишет, много рассылает свои произведения. Они странные, непонятные. Считает себя великим писателем, серьезно об этом заявляет. Мой вопрос: где граница между психическим расстройством в такой ситуации и какими-то психологическими проблемами? Куда идти, к психиатру или к психологу? Смотрите, во-первых, вас никто не заставляет с ним общаться. Во-вторых, его действия совершенно безобидные. Но он пишет, рассылает, считает, что он писатель. Это что, мешает кому-то? Объясните. Да, это мешает людям, которым он это шлет, его родным, которые его осуждают, не понимают, считают его странным, прекращают с ним отношения. Он сейчас один, вообще один. То есть круг его общения сузился до одного-двух человек очень близких. Со всеми остальными. То есть у него какое-то навязчивое состояние, что его ничего, кроме того, что он пишет, не интересует, он всем это навязывает, да? Есть такое состояние, при этом он очень страдает от отсутствия общения. Он очень общительный человек был. А по-другому он не может общаться, только может рассылать свои произведения и требовать их признания, да? Да. Это уже может быть проблема, да, и психическая. Но мы с вами можем долго это обсуждать. Если ему это надо, он должен сходить к врачу под названием психиатр. А если он туда не хочет идти или считает, что нет проблем, то не надо его туда направлять, не надо с ним это обсуждать. Это личный его выбор. Но вообще, с точки зрения обычного человека, без психологического и уж тем более без психиатрического образования, ситуация выглядит следующим образом. Вот вы человек, обычный. Учительница, медсестра, водитель автобуса, сосед по даче. И у вас заболел зуб. Это же не повод звонить, например, на радио, писать письма на телевидение или обращаться к прохожим. Слушайте, а что делать в ситуации, когда болит зуб? Обычно вы что посоветуете? Все понимают, надо идти к кому, Даша? К стоматологу. А не к гинекологу. Угу.
Дальше. Человек сломал себе ногу. Он же не пытается сказать, я не признаю, что у меня нога сломанная. У меня все нормально. Это ты алкоголик, а у меня не сломана нога. Он же так не говорит, правильно? Угу. Он идет к хирургу, ортопеду и начинает лечиться. Травматологу. Или травматологу. Но когда речь идет о том, что это касается не соматических проблем, а психических или психосоматических, вот тут начинается проблема. Я не алкоголик, я не наркоман, у меня все в порядке и так далее. Не надо этих людей уговаривать, не надо их ни в чем убеждать. Это лично их дело. Но логика их поведения должна быть такая же, как и в случае с больным зубом. Что я имею в виду? Что если человека по какой-то причине что-то тяготит в жизни, расстраивает, напрягает, не дает ему спокойно жить, получать от жизни радость и удовольствие, то это как больной зуб, как сломанная нога. То есть, как минимум, он может признать, вот ваш бывший, как вы его называете, что у меня проблема, со мной никто не общается, от меня все отвернулись, я из-за этого страдаю. И я иду к психологу или психиатру выяснить, почему со мной это происходит и как эту проблему решить. Это в каком-то здоровом состоянии люди могли бы себя так повести. Но они, к сожалению, часто отказываются признавать, что у них есть проблема. Я бы рискнул нажать на какой-нибудь из двух телефонов. А знаете, вдруг? я нажму вот на вот этот. Говорите. Здравствуйте. Я выиграла. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я где-то около года периодически беседовал с психоаналитиком. Наши сессии там 2-3 раза в неделю проходили в течение года почти. А сколько стоил прием, не помните? Что, простите? Прием сколько стоил, не помните? Прием, подход достаточно интересный был. Нет, прием, стоимость приема. Он пытался выяснить, какой у меня месячный доход, и от него какой-то процент вот. объяснял это тем, что вы должны за это платить много, чтобы чувствовать, что это вам необходимо. Если будете платить мало, вы это будете пропускать мимо ушей, не будете с этим работать. И сколько прием, вышло? Как странно. Один прием сколько вам обходился? В месяц около 1000 евро. А за один раз? Или вы не каждый раз платили? Нет, это в месячную. Так. Вносил плату. Спасибо, что рассказали. Уже интересно стало. Далее. Да. И, к несчастью, он умер скоропостижно, и связь с ним прервана. Много что мы с ним раскопали из подсознательного, из детства и так далее. И последняя наша с ним сессия, я прекрасно ее запомнил, что он говорил, что вы в правильном пути, единственное, дальнейшие ваши шаги – это развивать отношения со своей дочкой и выстраивать границы с женой. Я не буду там в деталях, что это значит, я понимаю, что это значит. Но сейчас я на этом застрял, мне нужна какая-то консультация, а найти такого квалифицированного психоаналитика я, к сожалению, не смог. Вот можете что-то посоветовать? Давайте так. Вот вы, там есть телефон, Даша? Мужчины. Видим? Нет, мы не видим. А вы скиньте ваш телефон, и вам перезвонят, что-нибудь придумаем. Не будем покойно, конечно, обсуждать, но подход интересный. Да, в зависимости очень. От дохода. Это такое прям. Я могу сказать такую интересную вещь. Мне говорят, что я дорого беру. Я по сравнению с вашим психоаналитиком вообще за еду работаю. Мне тут недавно письмо написали, Даша. Какое? Здравствуйте, Михаил. Угу. Мой хороший друг живет во Франции. Угу. И предлагает вам приехать к нему. Ему нужна ваша помощь. Если вы согласитесь, он оплачивает перелет, бизнес-класс и 5-звездочный отель. И время вашего пребывания там то ли вилла, то ли еще что-то. Как в кино, как в сериале, да. Великолепно. Да неплохо. Далее. Директор говорит, так, едем, я тоже хочу. Я тоже захотела поехать, побыть вами эти несколько дней. Представила себе фильм, они поменялись телами. Я просыпаюсь вами. И дальше он спрашивает, и ваши условия любые. Тут я начинаю думать,
что человеку денег девать некуда. Вот. И я думаю о том, что так нельзя работать. То есть для всех людей стоимость приема фиксирована. Иначе ты попадаешь в ситуацию, где с богатых ты берешь больше, с бедных ты берешь меньше и так далее. Какой-то Робин Гуд. Нет, это не Робин Гуд. Это какая-то барыжничество, я бы даже сказал. Я пыталась быть более романтичной. На барыгу-истяжателя. Типа, давай этих доить, у них денег больше, а с этих бедные пенсионеры меньше и так далее. Но не мое собачье дело обсуждать, как работают другие люди. И там психоаналитики, они все, слава богу, так не работают. Там бывают, наверное, такие тоже. Но в основном у всех людей, какой бы психологией они ни занимались, там психоанализ, гештальт-терапия, телесно-ориентированная и так далее, они, как правило, имеют какие-то расценки. А то вы сейчас в магазин придете и говорите, а сколько у вас хлеб стоит? И вдруг продавец говорит, а вы сколько зарабатываете? А вы говорите, а вы с какой целью интересуетесь? Потому что, чтобы оценить этот хлеб, надо, чтобы вы за него дорого заплатили, и тогда этот хлеб будет особенно вкусным. Но хрень, я считаю, полная, конечно. Но с точки зрения того, кто берет деньги, нет. Там все шикарно. Меня зовут Анна, живу в Москве, в разводе, дочке 8 лет. Бывший муж живет в другом городе. Развелись, потому что пил. Сейчас 4-й месяц не пьет. У дочери начнутся скоро каникулы. Так как мы в Москве с ней одни, я целый день на работе, не хочется, чтобы сидела одна дома. На няню денег нет. Вопрос. Дочь сама попросилась к папе на каникулы в другой город, потому что там бабушка с дедушкой и старший брат, которому 22 года, и он живет с девушкой, но они хорошо общаются с дочкой. А я в сомнениях, можно ли отправить дочь на каникулы к папе? Не будет ли она потом считать, что я ее бросила, что у меня не было на нее времени? Но дочка сама же просит, я правильно понял? Ну да, я тоже это уже поняла, что... Тогда перейдем к или еще одному сообщению, или к странному телефону. Вот мне тут ответили, что правильно, по средам. Спасибо большое. Спасибо большое, очень. И Макс из Казани то же самое написал. Так, хорошо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как общаться с сыном. 33 года, у него лишний вес, подагра. На мои советы по поводу питания, двигательной активности все воспринимает с раздражением, недовольством. По вашим правилам говорить нужно один раз. Я, честно, уже не раз. Просто переживаю за него, как мне быть. Спасибо. И зачем и другого начать переживать? Как это? Икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, и с Якова на всякого. Да. Потому что это действительно и меня раздражает, когда мне дают советы по поводу питания, например. Не люблю. Я тоже. Да, и... Ну, короче, не надо больше. Вы же сами видите, что по правилам только один раз. Нарушаете правила, имеете раздражение, а мы пробуем еще раз дозвониться. Алло. Договорите же. Алло. О. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, Дарья. Рада, что дозвонилась. Я единственный момент пропустила тему, была ли она, чтобы я все-таки... У нас просто ответы на вопросы, любая Отлично. тема будет в кассу. Отлично. Я постараюсь достаточно кратко рассказать, что произошло, и задам в конце вопрос. В общем, я была достаточно на затяжной депрессии, порядка 3 лет после 2 неудачных отношений подряд. И последний год старалась из нее выйти, сменила работу, которая раздражала, людей, которые тоже раздражали. Новая работа мне также не нравится, и вообще не нравится тем, чем я занимаюсь. У меня есть хобби, которое я развиваю и пытаюсь из него сделать бизнес. Боюсь идти, и вот год меня уже болтает от этой боязни, и у меня происходит следующее. Я не могу найти смысл, наверное, всех этих действий, и когда я ничего не делаю, я начинаю себя мучить теми вопросами, что я ничего не делаю. И вот вопрос мой, как все-таки выйти из этой болтанки, потому что я понимаю, что это и страхи мои, да, перед новым бизнесом и своими действиями, ответственностью. И временами не могу найти смысл всех этих своих действий. Смотрите, то, что касается выхода из этой ситуации, это начать что-либо делать. Но, судя по описанию,
Депрессия еще до конца не дошла. Вы ее, считаете, вы вылечили? Вам врач сказал? Нет. Мне уже полегче, потому что я все-таки ответственна взяла за свою жизнь, за часть изменений. Да, но поэтому слышится, конечно, в разговоре о том, как это вы все чувствуете, что происходит, что депрессия, она еще у вас существует, и поэтому у вас вот это происходит. Но вы можете помочь депрессии, попробовать начать что-то делать. А что вас так пугает, если вы просто начнете реализовывать свои хобби? В чем там проблема? Сам проект сложный, это производство, незнание как, что, и я вроде как год изучаю, иду потихоньку к этому, но такая большая ответственность за реализацию продукта. Но попробуйте, может быть, что-нибудь попроще на себя взять, и чтобы у вас, желаю, все получилось. Спасибо, Даша, за незабываемые секунды. И прощаюсь до следующего вторника. Пока.